Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как связать носки с анатомической подошвой. Вот так выглядит анатомическая подошва. Вот таким вот образом. Очень хорошо сидит на ноге данный носок. Носки связаны на размер где-то 37-38, обхват стопы 24 сантиметра, где-то 22-24 сантиметра, и длина стопы тоже 22-24 сантиметра. Эти носки я вязала из пряжи Alize Wool Time, 100 грамм 200 метров, цвет номер 161. Это носочная пряжа. В ее составе есть полиамид 25% и 75% шерсть. Также я вязала еще одни носки, вот такие вот. Они тоже также идут с анатомической подошвой. Вот так выглядит подошва анатомическая, вот идет. Эти носочки у меня связаны из пряжи Alize Artisan Superwash, 100 грамм 420 метров, цвет 90-12. Это тоже носочная пряжа, и также у нее в составе есть полиамид с 25% и 75% шерсть. Данную пряжу можно купить в интернет-магазине пряжа.су и воспользоваться промокодом на скидку. Внизу под видео в первом комментарии я прикреплю вам ссылку на эти виды пряжи. Также спицы я взяла на леске, спицы номер 2,5. Если вы вяжете туго, то можете брать спицы номер 3 мм. Одни и вторые носки я вязала спицами номер 2,5 мм. Так как это толще пряжи, но все равно я вяжу 2,5, чтобы носки были плотные. Но я вяжу слабо. Если вы вяжете туго, берите спицы 3 либо 3,5 мм. В мастер-классе я буду указывать количество петель для тонких носков, вот этих, которые вяжутся из тонкой пряжи, и из толстых. Сверху вот здесь будет подсказка, сколько петель набирать на вот эти тоненькие носочки. Вы сможете связать из двух видов пряж. Как увеличить размер, да, носка? Вяжете, вообще ширина носка стандартная. Вы ведь в магазине тоже покупаете стандартный размер носков. Для всех они одинаковые по ширине, да. Единственное, вы смотрите только длину. Также и здесь просто вяжите длиннее либо короче носок. Ну а если у вас уже другая проблема, уже нога, то берите четное количество петель. Расчеты и что это считается в мастер-классе тоже есть. Берите четное количество петель, так как вот эта подошва, она делится пополам, вот эти части, и должно ровно делиться. Итак, теперь я расскажу конструктивно, как вяжется этот носок. Начинаем мы вязать от резинки. Резинка у меня здесь скрещенная 1 на 1. Далее вяжем лицевую гладь, да? Далее вывязываем пятку подкову. Вот пятка подкова, это все знают. Ну а дальше мы начинаем вывязывать анатомическую подошву. Здесь идет у нас убавки, здесь узкая часть ноги у нас идет, а здесь уже свод стопы, у нас же стопа расширяется и идет расширение. Ну и, конечно же, закрытие мысок. Мысок у меня по-разному закрыт. Здесь я сшивала. Видео, как сшивать, у меня есть на моем канале. А в этих носках я не сшивала, а стягивала. В мастер-классе, по-моему, по голубым носочкам у меня это есть.
Я вязала сначала убавки, делала через одну. Давайте я сразу скажу, да, как я убавляла здесь мысок. Сначала делала убавки через один ряд до 16 петель, потом в каждом ряду до 8 петель, вот на одной спице до 8, всего 16 по кругу. И далее я провязала один ряд по 2 петли вместе и стянула мысок, 8 петель здесь стянула, все. Вот. Иногда я не заморачиваюсь, а вот таким вот образом делаю. Ну и все, наверное, теперь давайте к практической части переходить, будем вязать эти носочки. Набираем 49 петель, одна петля для замыкания в круг. Я беру на 2 спицы, набираю, чтобы резинка не была тугой в начале. Вот первая петля, и дальше набираем 49 петель. Итак, я набрала 49 петель, вытаскиваем одну спицу и начинаем замыкать в круг. Выталкиваем с одной стороны леску и со второй в 2 местах. Так, вытащили и замыкаем в круг. Подготовили маркер. Смотрим, чтобы не перекрутились петли. И с левой на правую переносим одну спицу, подхватываем на правой спице петлю и вот так вот протягиваем и сбрасываем. Все, у нас на спицах осталось 48 петель. Далее вяжем полускрещенную резинку. Лицевые я буду вязать скрещенные, а изнаночную обычным способом. Итак, лицевая скрещенная. Вот если бы я за переднюю вот так стенку вязала, вот, да, петля раскрывается, это обычная лицевая. А я буду вязать за заднюю стенку, и она будет скрещенной. Ну, это первый ряд, пока так. Потом я покажу, как потом будете вязать. Вот лицевая. Изнаночная я вяжу классикой. Лицевая будет скрещенная, а изнаночная... Если вы вяжете изнаночную по-другому, ничего страшного. Будет такая же у вас резинка. Вяжите так, как вы привыкли вязать. Лицевая, изнаночная, лицевая. Если вы первый раз Magic Loop вяжете, то вытягиваете спицу, проталкиваете ее. Теперь мы вяжем на 2 спицах. Так, на чем мы тут закончились? Изнаночная, лицевая. Вытягиваем. Вот здесь пока потуже делаем. Поближе спицу ставим, вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так я вяжу до маркера. Так, я довязала первый ряд, перекидываем маркер и далее, смотрите, будут ряды повторяться, поэтому смотрите внимательно. Вот она лицевая, да, вот она правая стенка петли. Если бы мы вязали обычную лицевую, то мы вот так бы вязали, да. Вот петля раскрывается, но я буду вязать скрещенной, поэтому смотрите, вот я ее провязываю вот таким вот образом, и она вот перекрещивается вот здесь петли, лицевая. А изнаночная, смотрите, самым обычным способом я провязываю. Хотите изнаночную скрещенную, вяжите. Вот лицевая, видите, правая стенка петли перед работой, но я вяжу за заднюю стенку петли, и она вот скрещивается. Ну, изнаночная обычная у меня. Все, лицевая скрещенная, а изнаночная обычная. И вот так я вязала 10 рядов резинки 1 на 1. Вот лицевая скрестили, изнаночная обычная, лицевая перекрещенная. Так, вяжем 10 рядов резинки. Я думаю, здесь понятно, да? Будет вот такая вот резиночка. Вот 10 рядов. Итак, вяжем самостоятельно дальше 10 рядов. Далее вот у нас идет лицевая гладь. Лицевая гладь, я думаю, здесь понятно, да, все 15 рядов. Вот 15 рядов, свяжите 10 рядов резинки, 15 рядов лицевой глади по кругу, а потом будем вывязывать стенку пятки. Для нее надо рассчитывать петли. Все, я связала резинку
и лицевую гладь. Сейчас скажу, сколько это сантиметров. Резинка у меня вышла 4 сантиметра, а лицевая гладь, ну, где-то примерно 5,5, может быть 5 сантиметров. Вот. Всего, если вот так замерить, где-то 9 сантиметров. И по ширине в спокойном состоянии, так, ну, вот 11 сантиметров как раз носочек тянется, и пряжа это тянется во время носки. Далее нам надо вывязывать стенку пятки, но для этого мы должны сделать небольшие расчеты. Да, я еще сдвинула, смотрите, вот начало ряда, да, у нас было. Я сдвинула вот на начало спицы 24 петли с одной стороны и 24 петли с другой стороны. И давайте вот покажу, какие надо расчеты сделать. Ой. Вот у нас 48 петель, да? Вот 48 петель. Мы делим на 2 спицы, да? Это у нас будет 24 петли. Вот как я сказала, 24 петли на одной спице и 24 петли на другой спице. Эти 24 петли одной спицы делим еще раз на 2. Будет 12, да, петель. И от этих 12 отнимаем 4. Равно 8 петель. Что это значит? Когда мы вывяжем стенку пятки, то с краю мы должны набрать 8 петель. Вот. Когда мы вывяжем вот эту прямую стенку пятки, вот здесь мы наберем 8 петель. Для чего это? Так как вот посередине потом, смотрите, когда мы будем вот это убавлять, вот эту часть пятки, вот здесь у нас останется вот 4 петли с одной, со второй, и вот тут 8 петель. При убавлении вот этих петель у нас ширина носка снова придем к 24 петлям. Вот, чтобы мы пришли ровненько к 24 петлям. Если у вас будет стенка пятки вот эта высокая, да, видите, вот здесь у меня просто прямо, да, то тогда вот здесь будет у вас идти клин подъема. Вы будете сокращать эти лишние петли в клин подъема, вот как в обычных всех пятках мы делаем. Но я не захотела здесь делать клин подъема, поэтому рассчитала, что вот здесь его не было. Итак, если мы будем набирать 8 петель по краю, 2 ряда это 1 петля, значит умножаем на 2 ряда, 2 ряда, ударение опять не туда, 8 умножить на 2, стенка пятки у меня 8 умножить на 2, 16 рядов. Все. Смотрите, я вязала еще вот эти вот носочки, да, они идут на 60 петлях. И сейчас я вам расскажу 60 петель, сколько надо рядов стенки пятки. Очень просто. Например, 60 петель, да, вы набрали и вяжете, да. Делим их на 2 спицы. На 2 спицы разделили. Это у нас будет по 30 петель на каждой спице. Эти 30 петель делим мы снова на 2, равно 15, да, петель. И от 15 отнимаем 4, равно 11 петель мы должны будем набрать по краю стенки пятки. И теперь этих 11 петель умножаем на 2, равно 22 ряда. Стенка пятки на вот здесь, вот в этих носках, вот эта стенка пятки вяжется 22 ряда. Все, это мы посчитали, да? Так, на 60 петель, да, ну, там посчитайте, но главное, чтобы было четное число и у вас хорошо делилось. И теперь я, вот как сказала, буду вязать 16 рядов. Обнуляю счетчик, первый ряд, вот носочки, и вот на этой стороне поворотными рядами буду вязать 16 рядов.
Если вы считаете, что это как бы мало, то вяжите, просто вяжите клин подъем. Здесь просто вот вяжем 24 петли лицевыми. Я лицевой гладью вязала, ничего не стала, например, уплотнять пяточку. Это носочная пряжа, она прекрасно носится и не стирается. Для этого она и сделана, эта пряжа, чтобы вязать носки, которые будут у вас долго носиться. Единственное, да, эта пряжа при носке растягивается, немножко скатывается. Итак, вот я довязала, да, и последнюю крайнюю петлю провязываю изнаночной. Провязала, разворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону. Так, делаем счетчик второй ряд. Первую петлю снимаю и вяжу в обратную сторону. Здесь я уже вяжу вот обычными бабушкиными петлями. Я только резинку вяжу классикой. Мне кажется, так ровнее. А здесь я могу вязать и бабушкиными, смотря что, конечно, еще вяжу. Все-таки перешла я на классические изнаночные петли. Итак, здесь вот 24 петли вяжем изнаночными. И в этом ряду тоже крайнюю петлю я провязываю изнаночной. Я ее всегда буду провязывать изнаночной. Так, второй ряд, третий ряд. А в начале ряда я ее буду снимать. Вот так снимаю. Так, не вижу. Опа. Сняла и дальше буду вязать лицевыми. И вот так вяжете просто поворотными рядами. Вот 16 рядов. Я думаю, все понятно, да, здесь? Так, довязываем. 16 рядов связаны. Давайте я скажу, сколько это сантиметров. Вот 6 сантиметров. В принципе, этого достаточно. 6 сантиметров стенки пятки. И теперь будем дальше делать расчеты для пятки подковы. У нас сейчас на спицах 24 петли. 24 петли мы делим на 5. Это постоянное число, все делим на 5. Равно 4 и 4 у нас остаток. Итак, дальше мы делим 1/2 часть, 1 часть и 1/2 часть. Что это значит? 4 посередине. Здесь 2 части, 8. 8 и 4 у нас остаток. Как я их распределила? Надо, чтобы посередине было четное число. Поэтому здесь я добавлю 2 петли. С одной стороны одну и со второй стороны одну петлю. И у нас получится в итоге, как мы должны разделить эти 24 петли. 9 петель, 6 и 9 петель. Вот. Такое распределение. Итак, если вы вяжете на 60 петлях, да, то давайте я тоже расскажу, как я их разделила. 50 петель, там вообще все легко делится. Вот у нас 30 петель, да, пяточка. Делим на 5. 30 прекрасно делится на 5, будет 6. Здесь 1/2 часть, 1 часть и 1/2 часть. Здесь вообще все легко и просто, все четное число. И прекрасно делится. Здесь вот 6 петель посередине мы оставим и по 12 петель по краям. Здесь вообще все элементарно просто, нет никакого остатка. Но мы вот это делаем сейчас. Так, распределяем петли. Взяли маркеры, 2 маркера и отсчитываем. 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ставим маркер. Все. И посередине 6. 2, 4, 6. Ставим маркер. И здесь у нас должно остаться 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, теперь провязываем лицевыми петлями этот маркер и не доходим одну петлю до второго маркера. Первую петлю снимаем
и вяжем лицевыми. Так, этот маркер мы пока переносим, ничего с ним не делаем, а не доходим одну петлю до второго маркера. Вот дошли, сняли, убрали маркер. И смотрите, правая стенка петли у меня за работой, поэтому мы берем и провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку, подтягиваем и захватываем следующую петлю лицевой, разворачиваем вязание, первую петлю снимаем, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями и не доходим одну петлю до маркера. Вот, дошли, снимаем, убираем, одеваем, провязываем 2 петли вместе изнаночных и захватываем еще петлю изнаночной, это пятка подкова. Переворачиваем вязание, первую петлю снимаем и вяжем дальше лицевыми петлями в обратную сторону. И смотрите, когда мы дойдем, вот здесь у нас есть вот такое вот большое расстояние, мы вот эти 2 петли должны вот так вместе провязать. Мы провязываем 2 петли вместе, провязали и захватываем еще одну петельку. Захватили, разворачиваемся, снимаем первую петлю и вяжем в обратную сторону. Здесь тоже, смотрите, мы доходим, вот большое такое расстояние, мы вот эти 2 петли вместе изнаночных должны провязать. Мы берем, так провязываем 2 вместе изнаночных и захватываем еще одну петлю. Снова разворачиваемся и так повторяем, пока с одной и со второй стороны у нас не закончатся вот эти все петли. Давайте вот еще сейчас повторю, покажу. Вот мы довязываем, да? Вот видим большое расстояние и провязываем 2 петли вместе лицевой и захватываем еще одну петлю. Разворачиваем вязание, первую петлю снимаем, вяжем изнаночными. Дошли большое расстояние, провязываем 2 вместе изнаночные и захватываем еще одну петлю. Все. И вот так вяжем, пока не закончатся все эти петли. Так, смотрите, я довязала. И такой момент, так как у нас нечетное число, да, было петель здесь 9, то останется одна петля. Если четное число, вы провязываете 2 вместе и еще одну лицевую. У нас нечетное число, поэтому просто вот провязываем 2 вместе лицевые. Разворачиваем вязание, первую петлю снимаем, вяжем изнаночными петлями, и в конце у нас тоже останется только одна петля. Когда нечетные числа, остается одна петля, когда четное число, то также и провязываем 2 петли. Итак, вот довязали, да, и провязали вот 2 вместе изнаночных. Все. Мы вывязали пятку, вот так она выглядит. Считаем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель. Все. Связали, да? Берем маркер и пополам ставим маркер. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 петель. И я здесь ставлю маркер. Все. И вот здесь 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставим маркер. Теперь будем набирать вот эти петли и вязать по кругу. Так. Первую петлю снимаем и вяжем лицевыми.
Довязали. Потом, помните, мы делали первые расчеты. Сейчас покажу. Вот наши первые расчеты, и мы сбоку должны набрать 8 петель. Берем маркеры. Так, где они? Вот они, два наших маркера, да? Здесь ставим маркер и набираем 8 петель из вот этой боковой косички. Вот смотрим, вот она. Вот здесь пропускаем, вот, а вот начинаем. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. А восьмую я всегда, вот видите, вот здесь, чтобы не было дырочки, вот она, вот это есть петелька, да, вот она. Я подхватываю вот эту крайнюю и вот так набираю 8 петель. Все, набрали. Провязываем верхнюю часть носка. Можете ее маркером как-то отделить. Я здесь всегда просто вытягиваю спицу и не соединяю их. Так. Так. Провязываем лицевыми петлями. 24 здесь у нас петли. Провязала. Все. Далее вот здесь вытягиваю спицу и набираем по этой стороне тоже 8 петель. Начинаем вот с этой петельки, вот она всегда. Это будет первая петля. Здесь, чтобы дырочки не было, я ее набираю здесь. Далее смотрим, где у нас первая. Вот первая, это уже вторая, вернее. Но из косички вторая. Так. Вот, подтягиваем 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если у вас здесь вот много петель, да, вот 8 типа 9, здесь же на один ряд больше получается, поэтому либо здесь вот сдвигаете, либо вот здесь можно вот посерединке вот здесь набрать, вот видите, вот здесь вот так вытягиваем и между петлями набираем 8 петлю. Все, набрали. И далее надо нам будет провязать просто по кругу лицевыми петлями, ничего не делая. Одеваем маркер и вяжем по кругу 2 ряда. Маркер вот поставили и просто по кругу провязываем 2 ряда лицевыми петлями. Просто по кругу 2 ряда. Но я вместе с вами, наверное, не буду, да, 2 ряда вязать. Вы сами уже провяжете самостоятельно. Перекидываем маркер и вот здесь набранные петли тоже провязываем лицевыми. Если у вас будут лишние петли, то их убавляют вот здесь и вот в этом месте, в начале и в конце. Ну, как для подъема. Итак, я довяжу сейчас этот ряд и еще один ряд. Смотрите, я провязала 2 ряда. Начало ряда, где у нас сейчас, вот он, хвостик. И вот начало ряда от вот этих 8 петель. Вот здесь получается один ряд только довязан, второй ряд вот сейчас я когда довяжу, будет вот здесь. Далее мы будем делать убавки вот в этом месте. Вот эти убавочки мы сейчас будем делать. Вот они. Внутрь пяточки. Как мы их будем делать? Я сейчас довяжу до маркера и начнем убавлять. Убавки делаются через один ряд. Провязываем вот эти 8 петель.
Дошла, смотрите, я до маркера, перекидываю маркер. Вот она, правая стенка петли перед работой. Мы ее разворачиваем, чтобы она вот так развернулась за работой. И провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями, который посередине маркер. Мы его пока ничего не трогаем. Здесь мы провязываем. А вот когда зеленый вот маркер боковой, не доходим 2 петли. Вот, не дошли 2 петли и провязываем 2 петли вместе. Смотрите, правая стенка петли перед работой. Мы 2 петли вместе провязываем за переднюю стенку. И они получаются 2 вместе с наклоном вправо. Вот, провязали, перекидываем маркер. Следующий ряд вяжем просто лицевыми петлями по кругу, без убавлений. Вот, довязывайте этот ряд по кругу. Вот, верхнюю часть вяжете тоже. Провязали, разворачиваемся и вяжем лицевыми петлями дальше. Вот мы провязали этот ряд, вот начало ряда, и второй ряд вяжем уже здесь просто без убавлений. Вот наша убавка, мы ее просто провязываем лицевой. Все, довязываем этот ряд лицевыми. В следующем ряду снова будет убавка, и мы вяжем, так убавляем, пока вот видите 2 маркера, пока вот здесь не отстанется вот 4 петли. Вот с одной стороны 4 петли и со второй стороны 4 петли. Вот эти петли мы убавим сейчас через один ряд. Итак, сделайте это самостоятельно, потом покажу, как вязать дальше. Смотрите, я доделала убавления, вот они у меня. И после того, когда вы сделаете убавки, и у вас, вот смотрите, с одной стороны 4 петли, и с другой стороны 4 петли будет. Вот. Всего вот между зелеными марками 8 петель. И смотрите, когда эти убавки будут, у вас вот здесь будет теперь 24 петли. Мы сравняли, как начинали 24 петли, и сейчас мы пришли к этим 24 петлям. И здесь для этого мы делали расчеты, чтобы нам к ним прийти. Далее, смотрите, мы будем вязать по кругу. И не прибавлять, не убавлять петли. Но чтобы получилось вот такой вот декоративный элемент, да, вот смотрите, здесь идет сужение, мы это сейчас довязали до вот этого момента. И чтобы мы будем вязать по кругу на 24 петлях, получается. Вот здесь у нас 24 петли, и здесь тоже, да. И вот этот элемент, что мы делаем? Нам же надо, чтобы не менялось количество петель, и чтобы оно не менялось, мы вот здесь будем убавлять петли, а вот по центру прибавлять петли. Я сейчас покажу как. Сколько здесь вязать. Нам надо вот до этого момента, до свода стопы вязать, вот здесь расширение идет, половина размера. Вот у меня размер, например, я вяжу сейчас на размер 22-24 сантиметра, длина стопы, да. Вот здесь надо связать половину, вот. Половинку, вот, я связала здесь вот 11 сантиметров. Вот, я на 22 сантиметра вязала, поэтому взяла 11 сантиметров, чтобы носок тянулся. Я захотела, чтобы он плотненько у меня сел на ногу, потому что я прошлые связала, они свободные. Все, вот здесь я буду вязать 11 сантиметров, где-то примерно 10-11 сантиметров, половину стопы, длины стопы. Итак, мы вяжем снова это через ряд. Я провязала вот один ряд без убавлений. И теперь будем вязать вот этот декоративный элемент. Здесь вот начало ряда, вот оно у нас. Будем вязать по кругу. Доходим до маркера. Вот для этого мы 3 маркера и ставили. Вот, дошли до маркера. Перекидываем маркер. Вот здесь, как мы делаем убавку. Вот правая стенка петли, мы ее разворачиваем одну и вторую.
берем вот так 2 петли и провязываем 2 вместе с наклоном влево. Провязываем 1 лицевая, вот он идет маркер и 1 петля. Мы поднимаем петлю и провязываем ее лицевой скрещенной за переднюю стенку. Вот так должно у вас получиться. Провязываем лицевая, перекидываем маркер, лицевая и прибавляем петлю. Вот таким образом поднимаем вот так протяжку и за заднюю стенку, смотрите, вот петля, и вот за заднюю стенку вот так провязываю лицевой скрещенный. Вот так у вас должно получиться. Лицевая, вот 2 петли вот этих, вот правая стенка перед работой, провязываем 2 вместе, и получается 2 петли вместе с наклоном вправо. Перекидываем маркер и дальше вяжем лицевыми петлями. Следующий ряд мы провязываем все петли лицевые. Вот. Переходим на верхнюю часть носочка и здесь вяжем лицевыми. Вот. Весь ряд вяжем лицевыми петлями. В следующем ряду мы снова будем делать точно так же. В общем, прибавки с убавками мы делаем через 1 ряд. Всегда, везде. Итак, довязываем этот ряд, еще 1 ряд, и я еще раз покажу. Вот смотрите, я дошла, да, где вот мы убавляли петли, просто провязывали лицевой. Здесь тоже вяжем лицевыми. Вот где прибавляли петлю лицевая, лицевая. Этот ряд просто все петли лицевые. Вот лицевая, где прибавляли петлю, лицевая. И вот видите, как у нас было 4 петли, и здесь 4 петли, так и осталось, потому что мы прибавили и убавили. Итак, довязываем лицевыми петлями ряд. Все-таки я решила подключиться и показать. И давайте еще раз покажу. Вот я дошла, да, перекидываю маркер. Вот правая стенка, я ее разворачиваю, провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку. Провязала, вот получилось наклоном влево. Лицевая петля, поднимаем протяжку и провязываем за переднюю стенку лицевой скрещенной. Следующая лицевая, перекидываю маркер, лицевая, вот таким вот образом здесь поднимаю протяжку и вот за заднюю стенку провязываю лицевой скрещенной, лицевая, и вот она правая стенка перед работой, провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку, провязала. Итак, вот таких прибавлений-убавлений я делала 7 рядов и 7 получается у меня лицевых рядов, без прибавок, без убавок, всего 14 рядов. Далее, вот это вы провяжите, если у вас свой размер, вяжите на свой размер. Вот здесь убавляем, прибавляем. Все, таких у меня 7 рядов получилось. Так, смотрите, я провязала вот здесь вот прямо. Если вы сомневаетесь, сколько у вас рядов, как я еще делаю, я от стенки пятки отсюда считаю тоже ряды и их записываю. Вот, например, смотрите, я связала вот до сюда, да, вот я посчитала, сколько здесь стенка петли, от стенки петли рядов. Далее, вот я довязала вот до этого элемента, сейчас мы будем визуально расширять здесь. И посчитала, вот здесь у меня 21 ряд я связала. Теперь мы будем вязать вот этот момент. Вот, мы провязали прямо, теперь вот это идет расширение. Но это визуальное расширение, здесь так и осталось 24 петли. Мы здесь делаем убавление, а здесь прибавляем. Количество петель не меняется, но вот эта декоративная дорожка появляется, как бы расширение. Итак, начинаем вязать. Это вяжется точно так же через 1 ряд. Я провязала вот убавка и 1 ряд без убавления.
Как мы делаем? Не довязываем до маркера одну петлю. Вяжем лицевыми. Смотрите, не дошла одну петлю, снимаем петлю, снимаем маркер. Вот, видите, вот эти две петли, провязан две петли вместе с наклоном влево. Вот она, правая стенка петли перед работой, здесь вот тоже. И провязан две петли вместе с наклоном. Так, это что у нас вправо, да, получается? Одеваем маркер, чтобы здесь не запутаться, одеваем маркер. Здесь провязываем 2 лицевые, вот он маркер и 1 петля. Также делаем прибавление за переднюю стенку, лицевая, перекидываем маркер, лицевая, поднимаем петлю, делаем прибавку с наклоном влево, провязываем 2 лицевые, снимаем петлю, маркер переодеваем, вот, переодели, одеваем вот сюда маркер, вот. Видите, вот здесь вот у нас идет дорожка, и чтобы она не прерывалась, мы переносим маркер. Правая стенка перед работой, мы ее разворачиваем и провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку, вот с наклоном влево. Далее следующий ряд вяжем лицевыми петлями по кругу. И сейчас я вам еще раз покажу, как делать убавки. Итак, вяжем по кругу лицевыми петлями и еще один ряд. Смотрите, я провязала ряд, как мы вяжем следующие ряды. Маркеры мы перенесли, поэтому перед маркером 2 петли вместе провязываем. Здесь вот, не доходя 1 петлю до маркера, прибавка, потом 1 петля, прибавка, и после маркера 2 петли вместе. Итак, сейчас я покажу. Вот, провязываем здесь, не довязываем 2 петли до маркера. Вот, дошли. Здесь уже петли у нас развернуты, мы просто провязываем вот 2 петли вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. Перекидываем маркер, здесь вот вяжем 1, 2, 3. Здесь будут петли прибавляться, а здесь убавляться. Вот, мы до маркера не доходим, вот 1 петлю, поднимаем протяжку и за переднюю стенку провязываем лицевой скрещенной, провязали, лицевая, перекидываем маркер, лицевая, поднимаем протяжку и за заднюю стенку провязываем лицевой скрещенной, довязываем до маркера, переносим маркер, правая стенка перед работой, мы ее разворачиваем и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, провязали. Следующий ряд мы вяжем лицевыми петлями по кругу. И так мы делаем с одной стороны, и так мы вяжем. Здесь делаем убавки, здесь прибавки, пока вот здесь не останется вот 2 петли. Вот так 2 петли останется. Итак, вяжем это самостоятельно. Вот так у вас должно быть получаться. Видите, здесь мы убавляем, уменьшаются петли, а здесь у нас прибавляются. И вот так вяжем, вяжем, пока вот здесь вот очень хорошо видно, не останется у нас 2 петли. Так, все, довязываем. Смотрите, я сделала убавление, вот так получается, в одну, в другую сторону. Обязательно пересчитывайте петли, чтобы здесь было 24 петли. И вот, как я говорила, от края 2 петли. Это 2 вместе и 1 лицевая. И с этой стороны точно так же. Вот эти маркеры мы теперь убираем. Вот я еще один ряд провязала. И что мы вяжем дальше? Смотрите. Мы вяжем теперь длину до мысочка. Вот. Мы вывязали, а теперь вяжем прямо до мыска. И смотрите, здесь также мы прибавляем петли, а тут убавляем, чтобы вот так красиво у нас дальше продолжалось. Вот как мы вот здесь сделали, точно так же, только в другую сторону по 2 вместе будем вязать. Я вам сейчас покажу. Вот эти маркеры можете убрать, потому что здесь будет одинаково все провязываться. Центральные оставляйте, а вот этот убирайте. Вот эти убирайте. Также это будем делать через один ряд. Я один раз давайте сейчас покажу, дальше будете вязать самостоятельно. Так, вяжем
одну лицевую провязываем. Смотрите, правая стенка перед работой. Мы должны провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Мы разворачиваем вот эти петли и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Провязали. Вот видите, как петля легла. Далее вяжем лицевыми петлями. И, как всегда, до маркера не доходим, одну петлю. Вот мы довязали, одна петля здесь осталась. Мы поднимаем снова протяжку и за переднюю стенку провязываем лицевой. Провязали, лицевая, перекидываем маркер, лицевая, поднимаем протяжку и делаем прибавление. Сделали и не довязываем 3 петли. Вот у нас 3 петли, вот эта крайняя всегда будет лицевой, а вот эти 2 вместе всегда будут, 2 петли вместе будут провязать. Вот она, правая стенка петли перед работой, мы должны с наклоном вправо провязать за переднюю стенку. Вот так берем и провязываем 2 петли вместе, вот, с наклоном вправо, лицевая. Все, провязали. Далее это все мы вяжем по кругу, здесь провяжем лицевыми все петлями сейчас. Далее здесь лицевыми петлями, снова лицевыми петлями. И будем делать, и снова делать вот такие вот убавления, а здесь прибавления. И вяжем до мысочка. Мысок, давайте я вам скажу, сколько сантиметров здесь мысок. Обычно 5 сантиметров. Отмеряю, ну вот с этой стороны. Так, вот смотрите, вот здесь. Вот начало убавок, да, вот. Ну, обычно это 5 сантиметров, поэтому вы рассчитываете. Вот у вас стопа 24 сантиметра, вяжите 19 сантиметров. Вот отсюда до пяточки, вот 19 сантиметров, да, вяжете. Вот у меня 24, 22, 24, вот 19 сантиметров. Все, довязываем до мыска и потом вот это самостоятельно, вот. Так должно у вас получиться. И будем закрывать мысок. Мысок здесь закрыт иглой, сшивается, можно по-разному закрыть. Но я сейчас вам это все попозже покажу, а то забегаю вперед. Я провязала нужную мне длину до мыска. Если считать вот от стенки пятки, вот отсюда, то это у меня 45 рядов. Вот я обычно считаю от стенки пятки, чтобы носки были одинаковыми. Просчитываю тоже эти ряды. У меня здесь 45 рядов и буду убавлять петли на мыске. У вас вот здесь будет как больше, да, тут пузырек небольшой появляется. И самое обычное ленточное убавление петель для мыска. Первую петлю вот лицевую мы провязываем и вот с наклоном влево вяжем 2 петли, разворачиваем петли и провязываем за заднюю стенку петли 2 петли вместе. Вот провязали. Далее вяжем лицевыми петлями, центральный маркер убираем, он нам теперь не нужен. Мы посередине ничего делать не будем, только убавлять петли по краям. Сейчас не довяжу 3 петли. Вот у меня осталось 3 петли. И я провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. Вот, провязала, лицевая. Это была подошва. Верхняя часть мы проделаем все то же самое. Первая лицевая. Здесь надо петли развернуть и провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями, не довязываем 3 петли. Вот 3 петли, передняя стенка перед работой. Мы провязываем 2 петли вместе за переднюю стенку с наклоном вправо, лицевая. Провязали первый ряд, второй ряд, ну это мыска, мы вяжем лицевыми петлями.
Вот просто вяжем по кругу лицевыми петлями. И повторяем эти 2 ряда, пока у нас на каждой спице не останется по 10 петель. Я думаю, как убавлять здесь понятно, да? Убавляем через 1 ряд убавок, 1 ряд лицевыми петлями, 1 ряд убавок, 1 ряд лицевыми петлями. Вот. И пока на одной и на второй спице не останется 10 петель. Так, дальше, наверное, я уже показывать не буду, да? Вы убавите мысок. Вот так у вас будет. Вот. Убавляете мысочек. Вот так смотрится на подошве мысок. Вот так с лицевой стороны, ну, с верхней стороны. Так, и, как я уже сказала, либо закрывайте иглой, как я эти 10 петель сшивала между собой иглой. Ну, либо, вот где у меня второй носочек, сейчас я его... Да. Либо вот этот носок я не зашивала. Видите, я просто, у меня когда осталось по 10 петель на каждой спице, провязала по 2 петли вместе, 2 ряда и все, и стянула. Не стала заморачиваться, ничего сшивать, вот. И все. Вот такие вот носки получаются, поэтому мастер-классы очень интересные, оригинальные. Вяжите, пробуйте. У каждого ноги индивидуальные. Для кого-то подходит пятка стронг, для кого-то подойдут эти носочки. Ну и всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.